Я всех приветствую. Что ж, давно не было видео у меня на канале, и пока я не знал, что снимать интересного, решил сделать обзор на новые почти народные RTX 5060 Ti. Почему почти народные? Потому что все мы понимаем и ждем еще одну 5060, но без приставки Ti или просто Titanium. Ведь прошлые 3060, что 4060 без Ti, все они стали по-настоящему супер успешными и все время были в топе видеокарт в том же, например, Steam. Но в этом видео речь пойдет о необычной 5060, а чуть быстрее версии, причем у меня сразу две видеокарты. Это более дешевая на 8 видеопамяти версия Dual от Polit на 2 вертушки и чуть более продвинутая Infinity 3 на 3 вертушки и целых, внимание, она имеет 16 видеопамяти. Это, скажем так, 5060 Ti на максималках. Что значит у нас по ценам на первые числа мая? Итак, версия на 8 VRAM Dual стоит в DNS 47 тысяч. Это самая низкая цена, что я вообще нашел. А вот версия Infinity на 16 VRAM стоит примерно 54, например, в том же Озоне или, скажем, в Регарде. То есть разница 6, возможно, там 5,5-7 тысяч. И вот тут нужно понять, есть ли смысл переплачивать и что мы получим именно взамен. Скажу наперед, вы будете очень сильно удивлены разнице в этом сравнении. Я бы даже сказал, я сам был в небольшом недоумении вообще, что это было, но было довольно интересно, это точно. Итак, давайте же начнем. Что ж, я думаю, не стоит прям вдаваться в детальные подробности в эти две видеокарты. 10 минут рассказывать про новую архитектуру, это довольно скучно. Это все уже давно изучено в интернете. Скажу самое важное. У этих видеокарт из-за низкой цены полностью пластиковые корпуса. И даже бэкплейт на тыльной части тоже пластмасс. Polit максимально стремятся удешевить свои бюджетные модели. И в целом я даже, честно, не знаю, что можно отметить. Просто черные две видеокарты. Одна с двумя большими вертушками, иная с тремя, но поменьше в размерах, но обе при этом, что супер важно, имеют наконец-то стандартные разъемы 8 пин, то есть можно не использовать переходнички там всякие и не бояться, что они поплавятся. Кстати, да, важный момент, у нас новая видеопамять стоит внутри GDDR7, но при этом шина осталась 128 бит, не 192 бита, конечно, и далеко не 256, но спасибо, что хотя бы эта быстрая память, съедают видяшки там смешные 150-170 ватт, плюс есть поддержка PCI-Express 5 версии, но и при этом остаются смешные 8 линий. Короче, есть вопросики к технической части, но то, что это будет холодная видеокарта и то, что она будет мало съедать питание, это мы знаем уже точно. А вот что насчет их мощности, это надо, конечно, еще уточнить. И уточнять мы будем на одном из моих мини-сборочек. О ней скоро будет, кстати, обзор, но в этом ПК, в общем-то, стоит процессор новый Ultra 5 245K на честных 14 ядер, далее 32 оперативы DDR5 и, конечно, SSD накопитель на 2 терабайта. Да, это я понимаю не Ryzen 9 9800 X3D за 70 тысяч, чтоб с ним улетела в космос даже видеокарта за 5000 рублей любая, но этой мощности, я думаю, будет выше крыши для 5060 Ti. Это такой, скажем так, среднебюджетный ПК и вытащит он даже 5070 Ti без проблем. Итак, ладно, хорошо, вернемся к теме наших тестов и самое важное уточнение, я буду тестировать все не Full HD и даже не просто в 2К, а выставлять буду все на самые ультра настройки с лучами именно по 2К мониторы. И я думаю, будут люди брать 5060 Ti как раз именно под эти настройки. Плюс я решил еще проверить и в 4К на ультра, чтобы, скажем так, увидеть всю предельную мощность этих видеокарт. Но ладно, в общем, начнем. Итак, сперва закинем Rainbow 6 на ультра, все эффекты включены, хотя я, честно, не знаю, зачем вообще в сетевой песочнице все эти эффекты, но тем не менее в 2К у нас что версии на 8 VRAM, что версии на 16 в среднем от 180 до 200 FPS. Что насчет температур, то версия Infinity на 3 вертушки, хоть и маленькие вертушки, но ожидаемо меньше температура, порядка 61, там, возможно, 62 против 65-66. Но знаете, и 66, уж поверьте, для видеокарты это просто ни о чем. Это очень и очень мало. Съедает при этом наши видеокарты в среднем от 150 до 160 Вт, то есть те, что были заявлены, это очень при этом экономично. И видеопамяти тоже в обоих случаях заняты по 6 VRAM, то есть даже небольшой запас есть у версии Dual, хотя у нее, еще раз напомню, всего 8. Но если же выставить 4К разрешение, то и тут чуть выше фрейм у версии Trinity, и теплопакет уже у них под 170 Вт стабильно. Не сильно прям быстрее при этом версия Trinity, но так на
5-6 кадров, и все равно обе видяшки даже в 4К не съедают больше 7 VRAM. Так что да, на дуале с 8 видеопамяти можно запускать сетевые шутаны, что в 2К и даже в 4К на ультра, и все равно 8 будет вполне достаточно. 16 вам просто не нужны, если вы запускаете только Counter-Strike, Dota, Fortnite и так далее. Но сейчас будет интересный момент. Мы запустим Киберпанк в 2К на ультра с лучами и DLSS качества, плюс, конечно же, генерация кадра двухкратная, и потом с вами тоже запустим все это в 4К. Так вот, в первом случае у нас у версии с 8 VRAM все было отлично, она рисует стабильные 80 плюс FPS, прям знаете, нормально так все работает. Но как только видим, мы приближаемся к отметке заполнения видеопамяти 8000, то бишь 8 VRAM съедают в 2К Киберпанк на ультра, то сразу видим с вами то, что мы с вами видим. Да, резко падает фрейм с 80 до 25-30 FPS, от чего начинает, я так понимаю, стопориться процесс работы с текстурами и эффектами, что снижает нагрузку на видеокарту, пока она возится с нехваткой памяти, и она начинает при этом трудиться на 70 Вт, то есть на половину своей мощности. Короче, объем памяти становится ее узким местом, что замедляет обработку сцен для видяшки на ультра настройках, в то время как в той же самой ситуации версия на 16 VRAM выдает 85-90 FPS и даже не собирается понижать их до 30. Например, видим, что у версии на 16 съел Киберпанк примерно так 10,5 VRAM из тех 16, то бишь это те самые 10,5, что не поместились в дуал версии на 8, и поэтому мы и видели сильные просадки. Но в версии на 16 есть запасы, причем есть он даже в 4К. Да, там уже не будет 80-90 кадров, но свои честные 45-50 на секундочку мы получаем. А вот в версии на 8 VRAM 4К уже совсем плохо, и там не больше 15 FPS, причем так длится минуты 2, и потом просто Киберпанк вылетает на рабочий стол с ошибкой, что дает нам понять, мол, чувак, не мучай видеокарту, просто выставляя средние высокие настройки в 2К, и на этом все. Вот это да, для 5060 Ti на 8 VRAM идеальные настройки именно высокие, а вот ультра, все эти лучи, это уже для видеокарт там с 12 или там 16 видеопамяти и так далее. Примерно такая же ситуация повторяется и в Ведьмаке 3 с трассировкой. Я выставил все те же запредельные плюсы и также включил лучи и DLSS качество, плюс, конечно же, поставил построение кадров. И если в 2К версия на 8 отлично себя проявила, я бы даже сказал, просто идеально все прошло и получаем при этом стабильный 70-80, то в 4К у нас снова полный отвал. Там явно съедается больше, чем 8 VRAM, а точнее 10 с копейками, это судя по версии на 16, и да, снова видяшка на 8 в полной печали, рисует то ли 8, то ли 10 FPS, а вот на 16 VRAM, та что Infinity, аж на 6000 рублей больше, дороже, она выдает 45, а местами даже 50 FPS, и это, еще раз уточню, запредельный плюс в 4К на ультра с лучами и так далее. Так что да, можно сделать выводы, что версия на 16, она может быть отличным решением для запуска игрушек, скажем, на ультра настройках, там в 2К или те же самые QHD, или может даже ультра широкие 3440 на 1440, и даже можно что-то запустить на ней в 4К со стабильными 45-50 FPS, что очень даже отлично. Я думаю, видеокарта за 54-55 тысяч почти может в стабильные 50 FPS на ультра в 4К. Это, по-моему, супер удачное решение. При этом она еле греется и съедает в пике, по-моему, там 170 Вт. А вот версия на 8 VRAM хоть и стоит в среднем на 6000 дешевле, но она просто, знаете, упирается только в 2К мониторы, и про ультраширокие мониторы, и тем более 4К можно точно забыть. То есть можно, да, конечно, на этой версии на 8 запустить и в 4К тот же самый Ведьмак, просто выключив всю трассировку с эффектами и поставить, например, не ультра настройки, а, например, обычные высокие, то, конечно, да, реально вы получите 80 FPS в 4К на 8 VRAM, но это все без лучей, без эффектов, что заметно, сильно отличается от ультра настроек. Если же поднять настройки до запредельных, то сразу же вы получите нехватку памяти и при этом фризы получите и, конечно же, вылеты на рабочий стол. Не знаю, есть ли смысл экономить эти 5-6 тысяч, разве что если вы запускаете только исключительно сетевые проекты и даже не думаете про одиночный сингл, то да, конечно, 8 VRAM будет более чем достаточно вам для этих задач. 16 уже расширяет ваши возможности и дает шанс вообще не париться о настройке
настройках и при этом не следить за объемом занятой памяти. В 16 помещается все, поверьте. Так что вот такую полезную тему я узнал лично для себя на своем личном опыте и примере. И напишите в комментарии, что вы думаете насчет 5060 Ti в общем и целом. Мы ждем, конечно же, все ждем обычную 5060, думаю, скоро тоже появится. И вот это будет уже по-настоящему тоже интересно. На этом, думаю, можно уже заканчивать видео. Увидимся с вами уже очень скоро. Всем удачи и не болейте. Пока-пока.